Так, теперь я вам покажу, как я делала расчет на обвязку каймы. Так, это у нас был центр. В центре у нас было 8 раппортов. В каждом раппорте, это 37 и 38 ряд, было по 20 петель. Далее мы вязали уголки. Для уголков мы брали 2 раппорта. Причем с правой стороны мы захватывали вот из этого раппорта 1 петлю. Затем вязали первый ряд, вязали, и из этого раппорта забирали 2 петли. Вот, первый ряд мы провязали. И вязали уголок. Здесь у нас 60-й ряд. Затем мы перешли к этой стороне. С правой стороны брали 1 петлю из следующего раппорта и 2 петли с левой стороны. И вязали уголок. Здесь тоже 60 рядов. Так, вот здесь мы взяли 1 петлю, минусуем. Здесь взяли 2 петли, минус 2. Здесь взяли 2 петли. Здесь взяли 1 петлю. «60 рядов», значит, должно у нас здесь быть 60 петель. По идее, мы должны набрать 60 петель. Но нам для обвязки нужно провязать с одной стороны 9 раппортов. И с другой стороны 9. Причем каждый раппорт должен взять 17 петель. Вот каждый раппорт — 17 петель. Вот если считать по краю, вот здесь уже будет 18, здесь будет 19, ну и здесь также 18 и 19. И здесь по 60. Значит, в общей сложности у нас 314 петель. Но это количество не делится вот на эти раппорты, на 18 раппортов. У нас получается 8 петель лишних. Значит, нужно убрать 8 петель. Чтобы получилось 306 петель. Тогда мы что делаем? Вот здесь по краю набираем не 60, а 59. И здесь 59. Дальше. Вот вы будете первый ряд набирать петли и сразу убираете, считайте. Дальше
Здесь вы набираете уже не 18, а еще на одну петлю меньше, 17. Здесь набираете не 19, а на одну петлю меньше, то есть 18. Здесь вы набираете лицевые петли, набираете не 60, а 59. Здесь 59. Здесь еще одну петлю убавляем, то есть будет уже 17. И здесь одну убавляем, получается 18. И вот тогда у вас по периметру получится 306 петель, которые делятся на, вот здесь 9 и здесь 9 раппортов, на 18 раппортов, вот на эти. И получаем 17 петель на каждый раппорт. Но это так для информации. А вы вяжите, как я вам показываю и рассказываю. Довязала я второй уголок, провязала 5 петель вместе. И теперь мне нужно провязать изнаночный ряд. Так, теперь по левому краю до нити, которая собирает у нас петли, нужно набрать 59 петель. Я буду показывать, как я набираю, а вы уже там решайте. Вот одна, здесь будет тяжело, возьму крючок. В следующую петлю вторая. И в следующую петлю, вот я буду брать сзади, третья. А далее вот за эти петли заходим, это целая петля, и провязываем по 2. Одну лицевую и одну изнаночную. И опять сзади вот петля. Провязываем одну лицевую, одну изнаночную. Одну лицевую, одну изнаночную. Еще раз повторю, чтобы у вас на спице от уголка вот до этого места было 59 петель. И вот здесь в конце у меня получается из отверстия одна и из этого вторая петля. Вот. И здесь у меня от уголка вот до этой нитки 59 петель. Ну, вы смотрите, как у вас получается. Но надо 59, чтобы было. Дальше. Вот здесь у нас оставалось 18 петель. Здесь нужно одну петлю убрать в любом месте. Ну, вот я уберу вот здесь где-нибудь в середине.
одну петлю уберу. То есть 2 петли провяжу вместе. Так, 1, 2, 3, 7. Вот. Вот эти 2 петли провяжу вместе. Восемь. Шестнадцать. 17. Так, все правильно. Теперь эту нитку вытаскиваем. На всякий случай маркер еще оставьте. Мало ли, вдруг у вас не получится. А вот в этом раппорте у нас оставалось 19 петель. И нужно одну убавить петлю. Вот я тоже по центру одну петлю убавлю. То есть 2 петли провяжу вместе. Вот, 2 петли провязываю вместе. Вот здесь у нас осталось 18 петель. Все правильно. Так, нитку вытягиваем. После этого раппорта поставьте маркер, чтобы вам легче было считать. Вот, в эту петлю одну провязываем и в эту одну лицевую. А дальше одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную. То есть по этому краю уголка вы должны набрать 59 петель. Все, дальше набирайте. И вот от этого маркера
вы посчитаете, чтобы у вас было 59 петель. Так, набрала я здесь 59 петель. Опять ставлю маркер, чтобы удобнее было считать. И от этого уголка тоже набираем 59 петель вот до этой нитки. 59. Далее здесь у нас 18 петель. Мы 2 должны провязать вместе, чтобы было 17. Здесь у нас 19 петель. 2 должны провязать вместе, чтобы осталось 18 петель. Так, ну что, набрала я все петли по всему периметру. Все посчитала, проверила. У нас в сумме петель должно быть 306. Если вдруг вы не вышли на эту цифру, вы не распускайте, не мучайтесь. В следующих рядах вы подгоните к ним. Потому что вот мы провязали один ряд по кругу. Нужно провязать еще 4 ряда лицевыми петлями. То есть всего вы провяжете 5 рядов. Вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. Но будем вязать лицевыми. И вот в тех рядах вы должны подогнать под эту цифру. Теперь берем маркер другого цвета. Это у нас начало ряда. Если у вас все совпало, дальше вяжем, как я уже сказала, еще 4 ряда лицевыми петлями. Значит, оставляем только маркер, который в начале ряда. А вот эти маркеры уже можно убирать. Вот, вы их убираете, они вам не нужны. Так, провязала я в общей сложности 5 лицевых рядов. И теперь мы с вами должны сделать обвязку. Вот у меня ряд начинается. Как я говорила, вот здесь с уголка. Так, ну что ж, поехали. Вяжем первый ряд обвязки. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Накид. 3 лицевые. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Две петли вместе с наклоном вправо. Раппорт закончен. Обязательно ставьте маркеры.
18 петель в первом ряду. Итак, эти раппорты вяжем по всей салфетке и между ними ставим маркеры другого цвета. Можете красные поставить, синие, но начало ряда отметьте. Когда вы провяжете все раппорты, у вас их должно получиться 18. Следующий, второй ряд, четный, и все четные ряды вяжем лицевыми петлями. В дальнейшем я вам буду показывать и рассказывать только нечетные ряды. Вяжем третий ряд. Накид, лицевая, накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Три лицевые. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Накид. 3 петли вместе. Две снимаем. Одну провязываем. И на нее надеваем снятые. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Две петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Раппорт закончен. В третьем ряду в одном раппорте 18 петель. И так вяжем по кругу. Вяжем пятый ряд. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Три лицевые. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Одна лицевая. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Две петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Раппорт закончен. В пятом ряду в одном раппорте 20 петель. Вяжем седьмой ряд. Накид. 3 лицевые. Накид. Лицевая скрещенная. За заднюю полупетлю берем. Накид. 3 лицевые. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Три лицевые. Накид.
3 петли вместе. Накид, 3 лицевые, две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт закончен. В 7 ряду в одном раппорте 22 петли. Вяжем 9 ряд. Накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, накид, 3 лицевые, накид, 3 петли вместе, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево, 7 лицевых, две петли вместе лицевой с наклоном вправо, раппорт закончен. В 9 ряду в одном раппорте 22 петли. Вяжем 11 ряд. Накид, 3 лицевые, накид, скрещенная лицевая, накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево, одна лицевая, 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, накид, скрещенная лицевая, за заднюю полупетлю берем, накид, 3 лицевые, накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, две петли вместе, лицевой с наклоном вправо, раппорт закончен. В 11 ряду в одном раппорте 24 петли. Вяжем 13 ряд. Накид, лицевая, накид, 3 петли вместе, накид, 3 лицевые,
накид, 3 петли вместе, накид, 3 лицевые, накид, 3 петли вместе, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт закончен. В 13 ряду в одном раппорте 24 петли. Накид, 3 лицевые, накид, скрещенная, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, одна лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая скрещенная, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, одна лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая скрещенная, накид, 3 лицевые, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, одна лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт закончен. В 15 ряду в одном раппорте 26 петель. Так, довязала я 16 ряд лицевыми петлями. Теперь что делаем? Вытаскиваем спицу подлиннее, для того, чтобы у вас эти петли не соскочили со спицы. Берем крючок 1,5 миллиметра. Маркер удаляем. Захватываем 2 петли. И провязываем. Вот здесь подтяните. Один, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель. Это будет арка.
Опять берем 2 петли только. И провязываем опять 6 петель. То есть мы 2 раза взяли 2 петли и 2 петли. Затем 5 раз берем по 3 петли. Это 1 раз. Вяжем арку. Второй раз берем 3 петли. Вяжем арку. Третий раз берем 3 петли. Четвертый раз берем 3 петли. Пятый раз берем 3 петли. Теперь 2 раза берем по 2 петли. 1 раз. И еще 2 петли берем. Второй раз. И 1 раз берем 3 петли. И вот таким образом обвязываем. Следующий раппорт начинаем обвязку. Маркер убираем. Берем 2 петли. И второй раз 2 петли. Далее 5 раз берем по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 1 раз 3 петли. И так обвязываем всю салфетку. Ну вот, закончила я эту салфетку, постирала, наколола на пеноплекс. Еще раз скажу, это строительный материал, утеплитель. Графила сама
по 1 сантиметру клетки. Толщина пеноплекса 5 сантиметров. Иголки эти очень хорошо входят, то есть наружу они не выступают. После того, как постирала, растянула, обработала вот таким крахмалом. Обрабатывала несколько раз. Пропитала как следует. Основной момент. Крахмалом по краю хорошо обработайте, чтобы у вас вот эти арки не заворачивались, не закручивались. Вот по краю пройдите крахмалом побольше. Размер этой салфетки 65 сантиметров в длину. И вот по широкому краю 35 сантиметров. Вот от этого мотка 50 грамм пряжи осталось вот столько. Что хотела еще сказать. Когда будете вытаскивать по краю иголки, вытаскивайте аккуратно. То есть вот эти арки придерживайте и вытаскивайте булавки, чтобы они у вас не ушли вверх. Вот, придерживайте. Ну что сказать, я довольна, что я ее связала. Мне она нравится. Кому-нибудь опять подарю. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.